Здравствуйте, друзья! Это опять Гия Саралидзе и Кирилл Немоляев, и мы опять, как всегда, на Вестнике Кавказа говорим о футболе. И, конечно же, главное событие прошедшей недели – это Лига Европы. Для российского футбола, во всяком случае, потому что в Лиге чемпионов нас нет. Лига Европы, в общем, прошла для нас неплохо. Неплохо, если не говорить о матче Рубина с Твенте. Там было все плохо. Плохая температура, плохой стадион и плохой результат. Кирилл, вообще, вот общее впечатление о матчах Лиги Европы? Наверное, сквозь призму будущих наших российских реалий, естественно, проблема термометра встает на первый план, выходит. Что такое термометр? Как искусственно занижать или, наоборот, завышать температуру? Потому что понятно, что зимы могут быть разные. И в последние годы, второй уже год, зимы достаточно суровые. Лето тоже суровые, но и зимы пуще того. Поэтому как, соответственно, разогревать мышцы, как можно играть в такое время года, в такую погоду, а, видимо, придется, вот сказать тут сложно мне. И кто будет более готов к таким условиям, вот оказалось, что голландцы лучше готовы в данной ситуации, они могут нас перебегать, потому что как бы деревенеют ноги в какой-то момент. Там, мне кажется, просто абсолютно объективная история. Рубин пока еще не вошел в сезон. Да. Твенте играет чемпионат и так далее. И через 75 минут они просто оказались физически более сильными. Вот и все. И потом, если честно, если смотреть на игру, 75 минут Рубин в общем вел игру. Априори Рубин команда сильнее, чем Твенте, потому что, наверное, в последние годы она у нас является такой стабильной командой, которая выступает, в общем-то, на стабильно приличном уровне. У них нет к ним нет практически никаких претензий. То есть то, что они вдруг провалились там, или вот они играют стабильно. У них один тренер, достаточно такой ровный состав. Покорители Барселоны. Да, в частном, да, бывают матчи отдельные, но в целом они такая вот команда стабильная. Наверное, самая стабильная у нас даже, может быть, не знаю, там можно с Зенитом сравнить, но все равно они постабильнее будут, при том, что каких-то ярких звезд, и сказать, что они там кого-то там купили, и вот за счет звезд, за счет зарплат, такого, мне кажется, что, в общем, поэтому они сильнее Твенте, но вот действительно, может быть, из-за температуры, даже и, скорее всего, просто из-за того, что там чемпионат, соответственно, в разгаре, там Булыкин 16 мячей уже наколотил, поэтому вот если, может, он бы играл, можно было бы так, если бы он играл бы за Рубин, может, он бы как-то в концовке что-нибудь там. Явно Рубин проиграл в концовке, причем проиграл именно на концентрации, да, там 2 угловых и 2 мяча они пропустили в последние 15 минут. С другой стороны, невероятный второй тайм выдал Спартак. Если говорить о подготовке, о физических силах, да, Спартак, который проигрывал 0-2 в Швейцарии, собрался, второй тайм провел абсолютно по-другому, выиграл 3-2. Очень приятно, конечно, что третий мяч забил вышедший на замену совсем молодой еще парнишка Жану Ананидзе, причем подчеркнул главный тренер Спартака Карпин, что вот эта замена была очень удачной, потому что Жану очень хорошо вошел в игру, ее оживил, сделал очень много полезного на поле. И приятно, когда 18-летний парнишка делает вот такую... Он уже, по-моему, несколько лет в «Спартаке», и привез его Ривас Челебадзе, один из моих самых любимых футболистов, и такой человек с юмором, и один из лучших агентов. Поэтому было бы удивительно, на самом деле, если бы Ананидзе не раскрылся. Ему пора уже играть, потому что парень талантливый. Если он не заиграет в этом сезоне в «Спартаке», ему надо уходить в другую команду. И тут, наверное, частично все мы соскучились, я лично соскучился по каким-то ярким грузинским футболистам. Я болел в детстве за тбилисское «Динамо», неравнодушен к Григорию Цаве и Газаеву, кстати, Газаеву, который играл, между прочим, за тбилисское «Динамо». В том числе, да. Газаев, Цава, Челебадзе. У них такое было в 86 году. И Гуцаев, и, конечно, Шенгелия. В целом просто хочется смотреть на грузинских футболистов, потому что они владеют нестандартной обводкой, они изящные. И я лично рад тому, что
что Ананидзе заиграл, и вполне возможно в атакующей схеме Спартака, ведь там ситуация складывается, что непонятно, как будет играть и будет ли играть Веллинтон, поскольку якобы у него травмы пятки, никто толком не знает, что это и сколько это продлится, но есть мнение, что связано это с тем, что просто хочет больше денег, и, может быть, и выйдет. Сейчас он даже пока не тренируется в общей группе, там, типа, вот, бегает, кроссит и так далее. Поэтому, что будет в атаке у Спартака, но забить 3 мяча, некая воля к победе, может быть, частный случай, а может быть, действительно, ведь не секрет, что партнеры Карпина по Спартаку, они его как бы серьезно, как тренера, не воспринимают. И говорил об этом в интервью там Мостовой, что даже Романцев называл Карпина всадник без головы. То есть он несется по флангу и как бы... То есть вот не тренер он, скажем так, не может он, вот, не тренировав какие-то команды, вот так вот с кондачка, он и не планировал быть тренером, он просто из-за того, что его ставленник Лаудруп, скажем так, опростоволосился. Он стал тренером, может быть, по воле случая. И поэтому многие его не воспринимают. Вполне возможно, что вот какие-то такие победы, когда люди могут сплотиться, спартаковский дух, может быть, вот такие победы приведут к тому, что как бы он и как тренер вырастет, и команда заиграет на каком-то уже уровне, которого все ждут и как-никак не дождутся. С другой стороны, вот есть победа волевая Спартака, с другой стороны, есть неволевое поражение Зенита, да, который упустил там, выигрывая 1-0, упустил победу, проиграли 2-1 и так далее. И все боятся повторения, да, того, что произошло в Лиге Чемпионов с АСЭР. Да, вот, того, что команда, явно превосходя и по классу, и по игровым кондициям, и по всему, может проиграть. Вот что ты думаешь по этому? Ну, я думаю, что такое просто бывает. И поэтому любят все футбол, потому что футбол, он в общем, в хорошем смысле непредсказуем, и коса на камень, и пушка один раз в год, и все это происходит, и, видимо... Жалко, что эта пушка один раз в год именно не в туда, зенитовские да. ворота. Ну, Но все-таки, если вот сравнивать там бюджеты команд, да, Зенита и его соперников и так далее, все-таки есть какая-то вещь, да, там объективная, там состав и так далее, которые должны играть. Они должны как-то все-таки сказываться. Но Зенит явно сильнее швейцарского клуба. Ну, я абсолютно с этим согласен, но тут однозначно нельзя не учитывать то, что не сезон у нас. Вот, поэтому, может быть, из-за этого вся и каша с весна-осень заваривается, что вот мы не сезон, мы не можем играть в феврале, а теперь мы, если будем, соответственно, играть все время, как-то мы должны играть уже в феврале. Для меня это какой-то театр абсурда, если честно. Я вот прям никак не могу понять вот эту чашу весов на одной стороне и на другой стороне. Как можно играть при такой температуре? Я уже не говорю про зрителей, как можно смотреть при такой температуре. Вот как это должно быть? Мы поставили рекорд теперь. Да, обладатели. Рекорд, антирекорд, как хотите это называйте, но на матче Рубина с Твенте, а это 1/16 все-таки Кубка Европы, но не самый последний турнир, 320 человек, из которых 200 голландских болельщиков. Да. То есть 120 россиян присутствовало на матче команды. Родственники, друзья кролика. Да. Может быть, какие-то люди, кто моржи какие-то могли, кто хорошо переносит мороз. Потому что, все-таки, понимаешь, футболистам им нужно бегать. С другой стороны, когда всего 320 человек на стадионе, они могут себе позволить бегать между рядов, я думаю. Можно ведь бегать, как-то надо согреваться. Или надо какие-то с собой термосы. Тоже должно быть определенно выдаваться горячительный напиток. Анимуться. Посмотрим. На самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки футбол был для зрителей, для телезрителей. Это вообще оптимально, но у нас не всегда. У нас, если зрители, если у нас регионы, где футбол любят и футбол ценят, не знаю, Самара, для которой там, вот как раз там как правило, там проблем наибольшее количество. Как так складывается. А где футбол, в общем, так и не особо, вот там он... Тяжело любить, согласись, футбол при минус 20 градусов. Вообще сложно, да.
И сидеть 90 минут и смотреть на это, как мучаются команды на поле. Сложнее всего уходить, когда команда еще и проиграла. Это хуже всего. Это Гия Саралидзе и Кирилл Немоляев, и мы говорим о главных событиях в мире футбола.